Кот не оставляет ребенка одного. Когда родители узнают причину, они звонят в полицию. Многие люди часто смотрят на кошек с недоверием, считая, что они не могут быть такими же преданными или ласковыми, как обычно считаются собаки. Есть даже те, кто испытывает чувство недоверия к ним. Эта история позволит вам самим решить, заслуживает ли это чувство доверия или нет. Наша сегодняшняя история происходит в городе Богота, Колумбия. Хайра и Марселла, недавно поженившаяся пара, которая собиралась осуществить мечту о ребенке. Недавно они переехали в новую квартиру, где собирались начать новую жизнь, ожидая появления малыша. Тем временем пара пришла к выводу, что им понадобится кто-то, кто поможет ухаживать за ребенком, ведь им самим нужно работать, чтобы содержать дом. К сожалению, бабушки тоже не могли заботиться о ребенке, потому что жили слишком далеко. Однако в один день, когда Марселла встречалась со своей подругой, та порекомендовала ей женщину, которая работала прислугой в ее доме и хорошо себя зарекомендовала. Хайра и Марселла решили нанять Эстеллу женщину, которая поможет им со всем, что связано с уходом за домом и ребенком. Отношения с Марселлой с самого начала складывались отлично, женщина казалась очень милой и трудолюбивой, поэтому они решили, что приняли хорошее решение, наняв ее. Была лишь одна проблема: их кошка Киара не очень хорошо восприняла появление Эстеллы в доме. Обычно эта кошка была очень ласковой, но когда рядом была прислуга, ее поведение резко менялось, и она становилась агрессивной. Пара решила, что дело в том, что кошкам не нравится появление в доме новых людей, но со временем это пройдет. Они надеялись, что кошка не будет так же вести себя с маленькой Дианой, которую они решили так назвать «дочь». Этот долгожданный ребенок наконец появился на свет 20 октября, принеся радость родителям и родственникам. Девочка родилась абсолютно здоровой, и Хайра с Марселлой не могли быть счастливее. Со временем они поняли, что не стоит волноваться о том, примет ли кошка девочку, потому что Киара не только приняла, но и очень привязалась к малышке, став очень заботливой. Однако ее отношение к прислуге совершенно не изменилось. Она по-прежнему вела себя агрессивно с этой женщиной, и молодые родители не понимали, почему. Ведь Эстелла была очень милой и заботливой женщиной, да и с девочкой обращалась прекрасно. Киара была настолько защитницей Дианы, что никогда не оставляла ее спать в кроватке, одну каждую ночь кошка составляла малышке компанию. Однажды, когда Хайра и Марселла были на работе, они оставили девочку на попечение Эстеллы и кошки. Все шло хорошо, пока Хайра не получил звонок от Эстеллы, которая была очень взволнована. Она объяснила по телефону, что подошла к кроватке, чтобы переодеть ребенка, и в этот момент Киара без видимых причин напала на нее. Хайра понимал, что Киару следует наказать за такое поведение, но, вернувшись домой, решил, что лучше отвезти ее к ветеринару, чтобы он объяснил, почему кошка так себя ведет с прислугой. Однако ветеринар не смог пролить свет на эту ситуацию. Он сделал кошке медицинские тесты, убедился, что с ней все в порядке, и сказал Хайра, что, возможно, она чувствует, что с этой женщиной что-то не так. Ветеринар предложил либо отвезти Киару в приют, либо выяснить, почему она так себя ведет, поскольку у него было ощущение, что здесь что-то нечисто. Хайра немного обиделся на комментарии ветеринара. Как он мог говорить, что эта милая Эстелла делает что-то плохое, даже не зная ее? Он доверял, что та оставит Диану спать одну. Но в глубине души Хайра знал, что здесь кроется нечто большее, ведь кошка так себя вела только с прислугой. Он подумал, а что, если Стелла скрывает от них что-то? Некоторое время Хайра наблюдал за Киарой рядом с Дианой. Девочка, казалось, обожала кошку, и та определенно любила девочку. Его трогали их теплые отношения. Хайра заметил, что поведение Киары меняется каждый раз, когда рядом оказывается Эстелла, особенно если та была рядом с девочкой. Это привело Хайра к внезапному осознанию: эта женщина определенно что-то скрывает. Марселле не нравились мысли, приходившие в голову Хайра. Ей казалось неправильным судить кого-то по поведению животного. Но она поддержала мужа и разрешила ему сделать то, что он задумал. Хайра воспользовался днем, когда прислуги не было дома, чтобы установить скрытые камеры видеонаблюдения.
Идея заключалась в том, чтобы Стелла не узнала о них и вела себя как обычно, чтобы можно было понять, делает ли она что-то плохое. Хайро и Марселла понимали, что подглядывать за кем-то неэтично, даже если это в их собственном доме. Они решили, что если в итоге у женщины не окажется ничего предосудительного, они во всем признаются и попросят у нее прощения. Но с помощью камер они точно получат больше ответов и даже смогут приглядывать за Дианой днем. Когда Хайро проверил первые дни записей, он обнаружил много странного. Киара по-прежнему была очень защитницей Дианы и пристально следила за Эстеллой. А та, когда рядом не было Хайро и Марселлы, вела себя совсем по-другому. Она была грубой, сквернословила, пинала кошку каждый раз, когда видела ее. А те немногие разы, когда Эстелла могла дотронуться до Дианы, пока рядом не было кошки, в ее движениях чувствовалась грубость, почти жестокость, что само по себе приводило Хайро в ярость. Но было кое-что еще, что давало ответы на многие вопросы. Эта женщина таскала вещи из дома. Сперва мелочи, которых не хватились бы, потом дорогие приборы, украшения девочки понемногу забирала их вещи. Хайро не мог поверить, что его кошка пыталась предупредить их с самого начала, а они не обратили на это внимания, впустив в дом эту дурную женщину. Мужчина тут же позвонил жене на работу, чтобы рассказать ей обо всем, что он увидел на записях. Марселла была потрясена, как и Хайро. Они не могли поверить, что Эстелла на такое способна. Некоторые люди прекрасно умеют скрывать свою истинную сущность, но животные, особенно кошки, обладающие недоверчивостью в оценке людей, как правило, видят их насквозь. Супруги решили, что должны сообщить в полицию, чтобы эта женщина не могла продолжать свои проделки в других домах, где работает. Хотя сперва они решили поговорить с ней лично. Женщина не желала признаваться ни в чем, пока Хайро не показал ей записи с камер. Тут ее маска слетела, и проявилась ее истинная, вульгарная, лживая и вороватая натура. Она даже подумала наброситься на Хайро, но Киара опять не дала ей этого сделать, снова бросилась на женщину, заставив ту немедленно убраться из дома. Впрочем, власти уже были уведомлены, так что эта женщина далеко не уйдет и вскоре предстанет перед судом за содеянное. Хайро и Марселла были рады, что поведение их кошки позволило предотвратить нечто худшее. С тех пор они очень доверяются мнению Киары при оценке всех, кто приходит в гости. Киара и Диана выросли лучшими подругами. Уже подросшая Диана узнала всю эту историю от родителей и еще больше полюбила свою кошку, ведь та защищала ее, не давая той плохой женщине обижать малышку. С тех пор они неразлучны. Киара так и не перестала заботиться о Диане, хоть и состарилась. Она все та же кошка, которая будет защищать любимую девочку своими когтями и зубами. А Хайро и Марселла стали осторожнее в том, кого впускают в дом, хотя знали, что если снова допустят ошибку, у них есть Киара, чтобы о них позаботиться. Вот такая история на сегодня. Теперь ваша очередь высказать свое мнение по этому поводу. Что вы думаете о проницательности этой кошки, которая распознала истинные намерения той женщины? Считаете ли вы, что кошкам можно доверять? Вы прислушиваетесь к инстинктам своего питомца. Оставьте, чтобы мы знали, что вам нравится наш контент, и мы продолжим создавать такие видео.